3 дня бегемот стоял как камень под палящим солнцем, не подпуская никого ближе. И только потом люди поняли, в траве лежит странный сверток, который он охраняет. Когда его развернули, раздался крик ужаса. В мире дикой природы происходят вещи, в которые трудно поверить, пока не столкнешься с ними лицом к лицу. В саванне старый одинокий бегемот 3 дня стоял неподвижно под палящим солнцем, отказываясь от еды и воды. Его массивное тело казалось застывшим, словно камень. Люди думали, что он умирает. Но правда оказалась куда более поразительной. Бегемота знали в окрестностях давно. Он держался особняком и редко вступал в конфликты. Но в этот раз его поведение насторожило всех. Он выбрал участок высокой травы у самой границы леса и просто встал, неподвижно, словно часовой. Проходили часы, затем сутки. Солнце поднималось и снова уходило за горизонт, а бегемот не двигался. Он не шел к воде, не искал пищу, не реагировал на других животных. Даже ночью, когда раздавались звуки хищников, он лишь издавал глухой предупреждающий звук, не сходя с места. Жители ближайших деревень начали тревожиться. Одни считали, что он ранен, другие, что он что-то охраняет. Но никто не понимал, что именно. На 3-й день к месту прибыли рейнджеры. Осторожно приблизившись, они ожидали агрессии, но произошло неожиданное. Бегемот не атаковал. Он медленно посмотрел на людей, затем сделал несколько шагов в сторону, словно приглашая их подойти ближе. Рейнджеры осторожно двинулись вперед. Трава была густой и высокой. Один из них раздвинул ее руками и замер. Внизу лежал грязный матерчатый сверток. Сначала все подумали, что это мусор, но в следующую секунду раздался едва слышный звук — тихий детский плач. Они быстро развернули ткань. Внутри был маленький мальчик, едва годовалый. Его кожа была пересушена, губы потрескались от жажды, но он был жив. Позже выяснилось, что ребенок пропал 3 дня назад во время внезапной песчаной бури. Скорее всего, его завернули в ткань, чтобы защитить от песка, ветра и палящего солнца. Это был единственный способ уберечь его от ожогов и удушья в буре. Ткань также помогала сохранить хоть немного влаги и тепла ночью. Есть и другая версия. В момент паники взрослые могли оставить ребенка в укрытии, завернув его как можно плотнее, чтобы защитить и быстро вернуться за ним. Но из-за бури они потеряли ориентиры и уже не смогли найти это место. Все это время бегемот стоял рядом. Днем он закрывал ребенка своим телом от солнца, создавая тень. Ночью не подпускал хищников, оставаясь неподвижным стражем. Он не отходил ни на шаг, словно понимал, стоит ему уйти, и жизнь, слишком слабая, чтобы защитить себя, исчезнет. Когда ребенка подняли на руки, он тихо застонал, но уже не плакал, будто чувствовал, что теперь в безопасности. В этот момент бегемот издал глубокий звук. В нем не было тревоги, только спокойствие и, возможно, прощание. Он еще раз взглянул на людей, развернулся и медленно ушел к воде, исчезая в жарком мареве саванны. Никто не пытался его остановить. Эта история напоминает, сострадание не знает границ. Иногда животные способны на поступки, которые трудно объяснить, но невозможно забыть.